Всем привет! Сегодня обзор заправки Street Ink от Montana Colors. 1000 миллиграмм, проще говоря, литр, я так понимаю. Не очень начало. И заправить я ее решил в Mob Kring. У меня давно валяется дома без дела. Я подумал, пришел его час. Поэтому зальем. Бля, я еще ничего не залил, уже все грязное. Что происходит вообще? Не самая удобная тара, конечно. Поэтому я обычно покупаю себе какие-нибудь большие заправки. Потому что литровыми всегда дешевле покупать, чем маленькими. А потом переливаю их в пустые маленькие, которые у меня были до этого. Вот такое. Только познакомились, уже все в дерьме. Заправку я не раз говорил, что мне абсолютно без разницы, как бафятся чернила для маркеров. Потому что там, где не могут бафнуть, все равно закрасят. Поэтому я решил проверить эту заправку не на то, как она бафится, а посмотреть, как она выгорает на солнце. Это тоже проблема некоторых заправок, что они очень быстро выгорают, почти в ноль на солнце. А сейчас как раз лето, поэтому я потегаю несколько раз в таких местах, где люди редко моют, где бафят редко и красят. И через месяц вернусь посмотреть, что станет с этой заправкой. Потегаю специально на солнечной стороне под лучи, чтобы понять. Поэтому этот обзор я растяну на месяц или полтора. Сейчас вот досниму, потегаю, через месяц проверю все свои теги, а потом его выложу, и вы поймете, как бы, ну... Конечно, любой заправкой можно будет пользоваться, если даже она выгорает на солнце, и можно тегать и в таких местах, где это сразу бафнут. Поэтому применение все равно найдет свое. Но мне интересно проверить такой тест небольшой для нее. Поэтому смотрим, что получится. До этого у меня были залиты какие-то красные чернила, походу.
Какой мини-спот. Ничего не меняется. На рельсах рисуешь, электрички проезжают, в городе рисуешь, корабли проплывают. Короче, заправил отставки ликвид этого хрома и пейнт еще. Что-то не очень пишет. Ну да, так. Ну что разбодяжил, наверное. Что понятно? Да. Висит. А рамку, блядь, я рамку, короче, повесил. Ну, в падике кто-то выложил рамку с фотками, блядь, со своими, я не знаю зачем. Ну, я, естественно, достал, наклеил пленку синюю, тегнул, блядь, замазкой, рамку, все. Повесил, короче, ее, блядь, там вот эти вот сетками, знаешь, круглые. Ну, отогнул, короче, там эту сетку, блядь, повесил рамочку, все, обверно загнул, короче. Все, чик-чик, блядь. Утром сегодня на пробежке, блядь, бегу. Получается, какой-то, блядь, шел, увидел рамку, сорвал, прошел, блядь, пешеходный переход и положил ее в помойку, блядь. Я подумал, что ему на лопате в карму. Реально, блядь, да вот что, блядь. Моя рамка, блядь, ему помешала, что ли? Слушай, я тут плакаты заказал себе тоже с Москвы, с картами метро, своим ташком. Но я хочу прям как, знаешь, эти спамеры из серии, вот, когда раньше клеили, там, клуб туннель, что-нибудь еще. Куча подряд. Прям 20-30, я тоже хочу, знаешь, какие-нибудь заборы какие-нибудь заклеить, там, знаешь, что-нибудь такое прям жесткое. Будем? Конечно, будем. Мы до этого рождены. Машина проедет и начнем сейчас. Едет, прям смотрит. Тебя снимает? Да. Вот. Хотел историю рассказать.
Такая пьянка. Пошла. Чего сейчас по прямой идет? Ну, в принципе, заправка 1,5 месяца продержалась. И особо не выгорела, ничего. Все хорошо смотрится. Не знаю, на эту заправку много кто жаловался. Я переписывался с парнями в Инстаграме. Многие говорили, что она говно, потому что не пишет, вообще не цепляется там за пластик и тому подобные места. Ну вот мне на самом деле интересно посмотреть. Поэтому я потегаю побольше ей, потому что мне интересно, правда это или нет.
Прошел год, наверное, почти. Я уже и забыл, что снимал обзор. А увидел тегу и вспомнил о том, что хотел провести эксперимент, как на солнце выгорает дожок. Ну вот он держится нормально. Потом перепроверю еще у себя в файлах, тот ли это тег или не тот, или я что-то путаю. Если та заправка, то, как многие говорили, а вот еще, кстати, тег с нее. Здесь и люди ходят, как бы, и прямо солнце, прямые лучи. Все нормально. Продержалось больше года или год примерно. Так что ничего не выгорает. Тест-драйва по гладкому вагону не выдержал. Просто металлический гладкий вагон. Заправка на самом деле такая немного какая-то густоватая в этом маркере. Не знаю, это либо из-за маркера, из-за того, что тряпка сверху, она так, ну, я довольно-таки сильно нажимал. Я вот расставил 2 вагона, у меня устала рука. В общем, если писать не торопясь, то писать можно. Как только начался быстрый тегинг, маркер не выдержал и 10 ташков взорвался. Поэтому, короче, посмотрим еще раз. Тестировали мы, в принципе, не маркер. Короче, устроим полный тест-драйв. Съебываем, слышь?
Начинайте бегать, пацаны. Пробежал пару километров по рельсам. Легкие болят, как будто выпрыгнул сейчас. Блять, все, завтра бегать начинаю.